Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. Сегодня тема видеоурока переделки. Будем переделывать вазу керамическую. В чем здесь суть? Я купила ее на распродаже с очень хорошей скидкой. Почему? Потому что здесь присутствует скол. Сама по себе ваза хорошего качества, но здесь на ней скол. Поэтому на нее была хорошая скидка. Кому-то, может быть, это не подойдет, а людям, которые умеют что-то делать своими руками, любят это делать, самое оно. Да, можно переделать, интересно задекорировать, получить качественное изделие, которое будет украшать интерьер. Приступим к переделкам. Сегодня для переделки мы будем использовать следующие материалы: грунт, структурную пасту, поталь, краски, кисточки, в общем, полный перечень всех материалов, как всегда, ниже под видео в описании. Обращайте внимание. Сначала, как обычно, мы обезжириваем поверхность с помощью спиртосодержащих любых жидкостей, после чего наносим грунт. Я уже вазу обезжирила поверхность, и сейчас буду наносить грунт с помощью синтетической кисти. Так, я покрыла поверхность в один слой грунтом. Сейчас ее высушу и дальше продолжим работать. Я использовала сегодня блокирующий грунт. Обычно используют блокирующий грунт на глянцевых поверхностях, на тех поверхностях, которые были ранее окрашены, и вы не знаете, чем пользовались, каким материалом производители. В этих случаях вы должны использовать блокирующий, не должны, но желательно использовать блокирующий грунт, чтобы в дальнейшем не получить каких-то сюрпризов в виде проявления пятен, например, или проявления нижней краски. Этот грунт хорошо скрывает все и обеспечивает вам дальнейшую качественную работу. Грунт на поверхности хорошо высох, и сейчас мы будем наносить структурную пасту. Я буду использовать пасту Антика, то есть она дает дополнительные такие трещины, как бы состаривает дополнительно поверхность. В принципе, можно использовать любую, потому что мы будем еще работать с выделением интересным фактурным поверхности, но если есть у вас Антика, она дает дополнительный эффект красивый, поэтому используйте ее. Так, берем мастихин. Вот таким образом. Совершенно как вам удобно. Главное хорошо покрыть. Особенно уделяйте внимание тем местам, где были сколы, если они у вас есть. Как бы особое внимание. Хорошо промазывайте пастой. Она скроет все эти моменты. Так, пастой полностью покрыла всю поверхность. Вы, пока она еще сырая, можете делать любые на ней узоры, рисунки. Что я сделаю? Также приобрела в каком-то магазине, даже не знаю, такой коврик для горячего, или это прихватка, не знаю, что это. Но чем он меня заинтересовал, такой достаточно выраженной поверхностью, да, фактурной.
И сейчас я покажу, как с помощью такого коврика буду делать дополнительные элементы, интересные узоры на поверхности. Так, берем его. Вот хочу, например, прям пальцем, там где слишком, немножко Так, отлично, все получилось так, как я хотела. Где-то, где съехала или сильно придавилась, прям пальцем себе помогите, закройте эти пробелы. Хотя они ни на что не повлияют, но это уже такой, скажем, момент по желанию. Так, со структурной пастой все работы я проделала. Сделала интересный рисунок на поверхности. Сейчас мы должны оставить ее хорошо просохнуть. Конечно, такие работы желательно сушить в естественных условиях. Вот если у вас есть возможность, прямо на ночь оставьте, пускай она хорошо просохнет, эта паста на поверхности. Тогда совсем будет иметь другой вид, и вы будете уверены на 100%, что ничего у вас не отслоится, все хорошо высохло, впиталось друг в друга, и можно спокойно приступать к дальнейшему декорированию. Я, конечно, помогу себе феном, но я категорически вам не рекомендую использовать фен для просушивания чего-либо в домашних условиях. Паста на поверхности высохла, проявились, да, все эти моменты, с которыми мы работали, какие-то трещинки, какая-то фактура интересная. Очень интересно смотрится, не знаю, видно вам. Это, конечно, лучше вы увидите после того, как нанесем остальные материалы, краски. Краска вытянет эту всю фактуру красиво. Далее, чтобы приступить к работе, сначала надо пройтись мелконаждачной бумагой по поверхности, немножко зашлифовать, выровнять поверхность. Давить не нужно, просто легонечко пройдитесь, зашлифуйте. Все, сейчас необходимо очистить от пыли поверхность и далее приступаем к нанесению краски. Сейчас будем наносить первый слой краски. Для этого я взяла такую коричневую краску с металлизированными какими-то добавками. Она выглядит как бронза даже. Она дает такой полупрозрачный эффект хороший. То, что мне сейчас и нужно. Она не будет сильно блестеть, не будет блеска от нее, но будет давать красивый эффект на поверхности. Итак, берем кисточку. Кисточки все в воде, напоминаю очередной раз. Кисточки должны быть влажными, прежде чем с ними работать. Берем краску, наносим на поверхность. Поверхность покрыта краской. Очень красивый эффект. Мне очень нравится то, что я и хотела. Сейчас я высушу и покажу, что делать дальше. Краска на поверхности высохла, и сейчас мы будем наносить листовую поталь только в некоторых местах. Там, где у нас в дальнейшем будет кракелюр. То есть мы еще больше усилим трещины на поверхности, но это потом. Сейчас наносим клей для золочения.
Выбирайте свои места, где вы. Я вот оставила те места, которые фактурные, да, я ничего не буду с ними делать в плане золочения или кракелюра. А эти, которые просто обработаны мастихином, я буду немножко украшать по талию кракелюром. Так, клей для золочения нанесен, и сейчас, как обычно, ждем высыхания до момента, пока пропадут белесость на поверхности, и вы будете ощущать поверхность на отлип. То есть она будет не влажная, а вы пальчиком дотронулись и чуть-чуть прилипает он. Вот этот самый идеальный момент, чтобы наносить по талии. Клей подсох. Вот я дотрагиваюсь на отлип, то есть палец немного прилипает. И это идеально для покрытия листовой по талии. Значит, я буду работать кисточками. И для того, чтобы у меня кисточка, которую я буду брать по талии, была липкой, она такая вот плоская, специально предназначена для этих целей, я немного вазелина наношу на руку, совсем немного. Делаю поверхность руки жирной, выкладываю лист по талии на специальную подушку. Если у вас нет этих инструментов, совершенно не обязательно их иметь. Вы можете брать по талии, отрывать ее немножко и наносить на нужные вам места. Я позолотой занимаюсь уже очень давно, много-много лет, поэтому у меня есть все необходимые инструменты для этих целей. И я буду применять их сегодня. И потом ножом я отрезаю нужные мне нужные элементы от листов. Беру поталь и прикладываю в тех местах, где у меня был нанесен клей. Второй кисточкой приглаживаю. Итак, мы покрыли по талию поверхность, где будет у нас кракелюр в дальнейшем. И сейчас по талии надо защитить шелаком. Всегда по талии защищайте в первую очередь шелаком. Только после этого наносите какие-то другие материалы на нее или уже защитный лак финишный. Покрываем шелаком только те места, где у вас есть по талии. Покрыли все шелаком и даем просохнуть. Шелак просох, и сейчас мы будем наносить одношаговый кракелюр именно на те места, где у нас поталь. Немного захватывайте, чтобы не было резких перепадов, более естественные появились трещины.
немного захватываете места возле. То есть не прямо по контуру его наносите, а чуть-чуть больше. Так, я просмотрела, нет ли потеков таких явных, да? Все ли равномерно нанесено. И сейчас оставляем его высыхать от получаса до 2 часов. То бишь через полчаса вы проверяете опять-таки на отлип. Если уже нет влажных, да, вы не чувствуете влаги такой явной, а просто отлипает палец, вы можете приступать к нанесению краски. Все зависит от температуры вашей комнаты. То есть от получаса до 2 часов. Следите и приступаем к дальнейшим работам. Кракелюр подсох, все на отлип, пожалуйста, дотрагиваемся. И вот только слегка прилипают пальцы. Отлично, можно работать. Для финишного покрытия я взяла краску меловую. Она такого неактивного цвета, разбеленная немножко. То есть пастельный оттенок у нее как раз подходит для этой работы. Наносить я буду на поверхность с помощью губки. Мне нужен такой легкий эффект. Не надо забивать кисточкой сильно. Потом буду использовать губку. Краску я уже взболтала. То есть помните, что меловые краски всегда взбалтывайте перед работой хорошо. И вот сейчас спокойно наносите такими там, где нет кракелюра, можете пройтись несколько раз. Где у вас кракелюр нанесен, кракелюрный состав, там желательно один раз пройтись спокойно и не возвращаться, чтобы не смазать лишними движениями сами трещины. Те места, где нет кракелюра, можно чуть-чуть проявить, влажную взять. ХБ-ткань. Немного протереть. В случае с одношаговым кракелюром феном себе даже можно помочь, чтобы немножко проявились трещины, горячим воздухом слегка пройтись по этим местам, что я сейчас и сделаю. Вот вы видите, как красиво проявляются трещины, да, появляется эта поталь на поверхности, да, под трещинами. Очень нарядная поверхность, но я хочу все-таки больше добиться потертости в тех местах, где у нас есть фактура структурной пасты, и выделить тот самый коричневый цвет красивый, который мы наносили в самом начале. В чем хорошо меловые краски, что после высыхания с ними очень легко в плане потертости работать. Вы просто протираете те места. Так, все, в принципе, меня все устраивает. Сейчас высушим после всех влажных работ поверхность и покроем защитным слоем лака. Поверхность высохла, и сейчас я буду покрывать защитным лаком глянцевым. Поверхность покрыта лаком, и ее следует высушить. Поверхность вазы покрыта защитным слоем лака.
В домашних условиях вы покройте несколько раз лаком поверхность. Почему? Потому что все-таки ваза — это влага, вода, поэтому лучше защитить и обезопасить поверхность хорошо. Посмотрите, какую интересную фактуру мы сегодня создали с вами, какая интересная сама ваза получилась, да, совсем эксклюзивная. И фактура, по поводу фактуры, естественные трещины, красивый кракелюр. Кракелюр замечательно работает с поталью, отметьте это для себя. Создает очень красивые трещинки благодаря подложке из потали. Тот же силиконовый коврик или прихватка из обычного магазина хозтоваров, но с помощью нее какую можно делать интересную поверхность, да, поэтому ничего не бойтесь, экспериментируйте, применяйте различные материалы, создавайте свои изделия с любовью и дарите близким, радуйте себя. Не забывайте подписываться на наш канал. Впереди вас ждет много интересных мастер-классов, видеоуроков. Подписка будет гарантом того, что вы их не пропустите, увидите у себя в ленте. Оставляйте свои лайки, это помогает мне. Во-первых, я вижу вашу реакцию, во-вторых, это помогает развитию моего канала Колыбель искусства. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием на все отвечу. Мои дорогие творческие феи, всего доброго, до новых встреч и давайте творить вместе.